Всем доброго дня и мира. Сегодняшний обзор я решил сделать на модель из своей небольшой коллекции, которая называется RAV2203 Латвия. Информация о начале производства этой модели на заводе Tantal Aerodon разнится, но наиболее вероятно, что это 1979 год. Конец производства модели советского периода датируется 1991 годом. Вплоть до 2012 года модель производится на российских заводах Агат, Инкотекс и Массар. Данная модель была копией на самый известный реальный микроавтобус времен СССР RAV2203 Латвия, который производился на Рижской автобусной фабрике с 1976 по 1997 год. RAV2203 являлся самым массовым и повсеместно используемым малогабаритным автобусом в СССР. Силовые агрегаты для данного автомобиля были применены от ГАЗ-24 «Волга». Сфера его применения была широчайшей, но наиболее он запомнился многим как основной автомобиль скорой медицинской помощи. Всего за 20 лет было произведено почти 275 тысяч RAV2203 разных модификаций. Саратовский RAV2203 был металлическим, и открывающимися частями у него были все двери. Пластиковыми были бампера, элементы салона и в поздние периоды еще и днище. За весь период производства, хоть модель и подвергалась изменениям, но они были незначительными и в основном касались покраски и хромирования. Моделям был присвоен артикульный номер А18. Под таким же номером также могли выпускаться в начале 80-х патрульные и медицинские RAV2203, что не является особой редкостью. Самые ранние модели 1979-80 года RAV2203 были с белым днищем, а передний бампер хромировался. Стоит отметить, что задние бампера не хромировались никогда. Также возможно наличие белой полосы вдоль всего кузова у ранних моделей. Диски колес в ранний период могли быть из серого пластика, а шов на внешней стороне покрышек находился ближе к их краю. На днище были специальные выступы для поддержки осей колес, а сами оси были тонкие. Как правило, в ранних моделях на всех дверях внутренней стороны ставился номер 1. В 1921 году днище начинает хромировать, и до 1923 года возможна одновременная комплектация также еще и ранними белыми. В 1922-1923 году на днище появляется дополнительная надпись Made in USSR. На внутренней стороне дверей возможно наличие цифр от 1 до 4, что свидетельствует об использовании других пресс-форм. В 1926-1927 году на хромированном днище пропадает каталожный номер А18. Ось колес становится толще, и из днища пропадают специальные выступы для поддержки осей. Шов на внешней стороне покрышек смещается к середине. С 1928 года и до самого конца производства днище становится пластиковым и черным. Также на днище пропадают вырезы на переднем и задних мостах. Крепление бамперов изменяется. В более поздних моделях 1990-1991 года днище, салон, бампера, решетка радиатора, фары могут отличаться по цвету от стандартного черного и хромированного. Появляются цельные диски колес. Кроме стандартного исполнения, возможны разнообразные варианты надписей и наклеек на RAV, которые являются дополнительным фактором, увеличивающим их ценность в глазах коллекционеров. После 1991 и до 2012 года модель продолжают производить уже на российском предприятии Агат и его последователях. Модель становится с другим хромом, цвет салона в основном черный, диски хромированные цельные. Также в этот период появляется довольно много разных вариантов спецмашин. Модели этого периода не сильно ценные и часто подвержены цинковой чуме. Модели в моей коллекции можно отнести к раннему периоду до 1982 года, так как на днище нет еще надписи Made in USSR, есть номер А18, но бампер уже не хромирован. Коробок на эту модель есть несколько вариантов. Наиболее ценными являются с пластиковым корытом внутри, куда собственно модель помещается. Стандартный вариант коробки идет без этого корыта. Цена на эту модель на аукционах стартует от $20 за модель в хорошем состоянии и без номера на днище, и доходит до $200-300 за ранние модели с белым днищем и хромированным бампером. Также стоимость модели прибавляет ранняя коробка с пластиковым корытом. Цена на модели RAV с редкими надписями и наклейками, а также на заводские спецавтомобили с днищем А18 на аукционах может доходить и до $800. Всем спасибо за просмотр данного видеообзора. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал, если вы еще этого не сделали. Всем мира и добра!